Приветствую вас во второй части про внетелесный опыт. В этом видео вы узнаете про самый легкий способ выхода из тела. Squaws at sunset, dim evening coming on. Если вы еще не ознакомлены с понятием ВТО, то предлагаю вам начать с первой части. Прежде чем перейдем к самой технике, хочу вам рассказать про вспомогательные вещества, которые способны усилить вероятность ВТО. Мелатонин – гормон, который естественным образом вырабатывается шишковидной железой. Функция регулирует циркадные ритмы, сон, бодрствование, температуру тела, уровень гормонов и другие функции. Как активирует? Прямо воздействует на шишковидную железу. Магний увеличивает производство мелатонина, который затем может быть преобразован в ДМТ. Глицин – аминокислота, которая может улучшить сон, и витамин D. Важно, перед приемом каких-либо веществ, активизирующих шишковидную железу, необходимо проконсультироваться с врачом. Некоторые вещества могут иметь побочные эффекты или взаимодействовать с другими лекарствами. С добавками закончили. Еще рекомендую купить маску для сна. Но если у вас плотные шторы, то она вам не понадобится. Перед началом убедитесь, что вы выспались. Будет отлично, если это было 7-8 часов здорового отдыха. Лучше всего ВТО проводить днем. Зашторьте окна или наденьте маску для сна. Закройте глаза. Даже если на вас маска, глаза все равно должны быть закрыты. Место проведения лучше сконструировать таким образом, чтобы локти находились на мягких подушках. Под ноги тоже нужно положить подушку. И самую основную под спиной. Поставьте ее под комфортным углом, чтобы тело приняло позу полусидя. Представьте, что вам нужно повторить кресло из VIP-зала кинотеатра. Напомню, что самый ключевой момент – это полная неподвижность физического тела. И самое главное при всем этом – не уснуть.
Звуки на улице в один момент перестанут мешать. Постепенно они стихнут и превратятся в кашу, которая не отвлекает, а даже помогает, словно это белый шум. Если все же звуки мешают, то предлагаю вам включить изначально белый шум, но только очень тихо, на внешнем источнике или в наушниках. Касательно того, что надето на теле, снимите все то, что может помешать. Часы, кольца, украшения. Наушники не должны давить на череп. Используйте беспроводные капельки. Тело облачите в комфортную, не сжимающую одежду. По погоде. Если все происходит зимой, то наденьте носки. Можно укрыться легким пледом, но не используйте плотное тяжелое одеяло. Есть риск вызвать сонный паралич. Все это делается для того, чтобы в момент полной обездвиженности ничего не мешало кровотоку. Если физическое тело почувствует малейший дискомфорт, то оно переключит все внимание на себя, чем прервет ВТО. Например, захочет почесаться, согнуть ногу, вскинуть руку. Все физические проявления сломают опыт. Поэтому продумайте заблаговременно, что может его нарушить, и не забудьте сходить в туалет. Когда все предварительные действия проделаны и продуманы, ложитесь на спину. Конечности положите на подушки. Поерзайте немного. Напрягите все мышцы на 30 секунд, а затем расслабьте. Сделайте так 2-3 раза. Если подушка под спиной лежит неудобно, то передвиньте ее, чтобы это позволило вам сохранить комфорт для долгого лежания в неподвижности. Теперь, когда все готово, замрите. Человек – это существо мыслящее, поэтому, скорее всего, будет наблюдаться внутренний диалог. Чтобы выключить эту воронку из мыслей, начните считать. Можно про себя, можно шепотом. Если в голову лезут картинки, то представляйте себе цифры, которые вы называете. Считайте, до скольки вам нравится, по нарастающей или по убывающей, справа налево, сверху вниз, с середины, называя рандомные числа. Как угодно. Этим счетом, словно ластиком, сотрется весь фоновый мусорный спам. Сначала счет может быть быстрым, затем, когда вы почувствуете надвигающееся расслабление, замедляйте счет, растягивайте слова. 1, 2, 3. Дышите медленно и глубоко. Далее я буду передавать свой опыт. Не уверена, что так будет у каждого. Но в какой-то момент на черном полотне сознания, под закрытыми веками, я начинаю замечать, что волны света заполняют всю картину. Эти цвета и свет разнятся от случая к случаю. Болотный, красный, оранжевый, желтый, синий, переплетение всех цветов радуги. Я вижу фракталы, волны, спираль и еле заметные кучи мелких деталей, словно они выцарапаны на черной скретч-картине. И когда наступит этот или какой у вас будет этап, делайте следующее. Представьте,
что ваше ментальное тело – это теневая копия. Мысленно вытащите ваши теневые руки из лежащего как мешок физического тела, не напрягая никакие мышцы. Если не получается, визуализируйте это. Просто представьте, как вы это делаете. Одна за другой черные щупальца оказываются перед вашими закрытыми глазами, но вы их видите. Высока вероятность, что это получится, но не сразу. Однако, по прошествию некоторого времени вы начнете чувствовать, что ваши руки поднимаются, а физические при этом неподвижны. Дайте себе мысленный приказ увидеть свои теневые руки. Затем следующий шаг. Прогоните энергию между теневыми ладонями. Также теневые мысленные ноги можно попробовать поднять, а потом верните все обратно. Когда образовалось понимание, что есть эта тень и как она ощущается, хотя бы поверхностно, нужно предпринять попытку выхода. Для этого скажите: «Тень моя в виде двойника, выйди из меня и зависни надо мной, а потом встань передо мной». Тень моя в виде двойника, поднимись и зависни надо мной. Тень моя в виде двойника, поднимись и зависни надо мной. Тень моя в виде двойника, поднимись и зависни надо мной.
Далее пойдет эффект, не знаю, каким он будет у вас. Со мной происходит следующее. Я ощущаю, как тень медленно поднимается из физического тела, словно она испаряется через поры моей кожи, ну или поднимается с меня дымом. Какое-то время, буквально секунды, я чувствую себя одновременно и в физическом теле, и в отслоившемся, что на 10 сантиметров парит выше меня. Иногда выход из тела происходит очень резко. Мое сознание начинает кружиться вокруг своей оси. Словно я не лежу неподвижно на кровати, а катаюсь в карусели, разгоняясь все быстрее и быстрее. И этот круговорот тени не остановить. Становится страшно, и я открываю глаза. И действительно, я вижу, как мир кружится, постепенно останавливаясь. Но если перетерпеть это ощущение 9G перегрузки внутри центрифуги, последует ожидаемый выход из тела. Вариант с испарением мне нравится больше. Но это невозможно запланировать, когда это происходит само. Если же такие спецэффекты не происходят, нужно представить их самостоятельно. Самое базовое – выкатиться, встать. Представьте, что вы встаете, физическое тело при этом не двигается. Вся механика привычного действия должна привести теневого двойника в исполнение. То же самое с выкатыванием. Переверните силой мысли вашу ментальную часть, сделав кувырок в бок. Если не поддаетесь, вообразите, что спускаетесь по темной лестнице вниз, все ниже и ниже. Затем физическое тело останавливается, а двойник по инерции спускается дальше. Или представьте, что с потолка к грудной клетке свисает канат, и вам нужно вообразить, как ваша тень хватает его и, перебирая с одной руки на другую, подтягивается все выше и выше, оставляя физическое тело позади. Можно вообразить вместо каната веревочную лестницу, если так будет легче для восприятия. Если вам близко плавание, то плывите все дальше от физической оболочки, воображая, как ментальное тело скользит по воде. Воспроизведите в памяти, как опускается лифт. Это движение вниз, когда на секунду физическое тело остается на прежнем этаже. Вариантов масса. Выбирайте то, что ближе к вам в реальности и легче визуализировать. В дальнейшем останется то, что в вашем случае окажется рабочим методом, а все остальное отметется. Главное во всех этих методах научиться чувствовать двойника. Следующий шаг – команды, отдаваемые своей отслоившейся тени. Скажите мысленно или шепотом, но если шевеление губ выбивает вас из состояния транса, то все же говорите мысленно. Тень, войди в другую комнату и посмотри в окно. Какое небо, какие детали. Затем вернись сюда
И когда я досчитаю до 33, встань передо мной. Когда я скажу знаковое слово «войди», тогда войди в меня и передай мне все то, что увидела. На этом этапе хорошо бы задержаться на некоторое время, поскольку тень может оказаться непослушной, как бывает у меня. Постарайтесь пройти тенью всю квартиру, чтобы впоследствии она передавала вам детали интерьера. Самый главный момент сейчас очень важно. Если тенью вы заметите странный предмет, которого у вас нет, например, стул посреди комнаты, красная занавеска, статуя Будды, шахматный пол, что угодно, или привычный предмет интерьера находится в другом углу, поздравляю, вы в астрале. Но это не то, что нам нужно. В задании путешествия в реальном времени это провал. Повторите попытку снова. Далее практика идет на расширение радиуса путешествия от физического тела. Отправьте тень в подъезд. Посмотреть на пол, на детали стен, на лестницу. Потрогать все это руками. Твои ладони заковали мои в оцепенении объятий подо льдом твоих глаз. Я понимаю, это нужно, открываю глаза и слышу шорох занавесок, битый дребезг стекла. Ты надеваешь свои крылья и шагаешь в окно, и с каждым взмахом ты все ближе, ближе к полной луне. И я пытаюсь закричаться, но в моем горле ком, и я не знаю, как проверить это я или сон. Во сне, 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 во сне. Весь фокус в том, что когда вы ждете или ведете отсчет, сознание в этот момент проходит период набора им воспоминаний, параллельно тому, как физическое тело в этот же момент накапливает ощущения уже свои. И когда тень вернется и начнет передачу своих воспоминаний, физические воспоминания должны быть отторгнуты, как ненужный балласт. Представьте, что вы — это компьютер, и на рабочем столе есть папка, куда по умолчанию складываются все физические переживания. Так вот, тень приносит папку с тем же названием, закидывает на компьютер, и выходит диалоговое окно с предложением заменить файлы на новые. Щелкните «Да». Ключ – приоритет параллельного внетелесного опыта. Если закачка файлов пройдет успешно, то это может походить на внезапное воспоминание сна, хотя вы не спали. Перечисление памяти физического тела. Кольнула правая нога. Зачесался нос. Тело словно растворилось. Стало слышно сердцебиение.
Все это замещается на «я вышла из тела», потом пошла по коридору. Там висит картина с лесом. Все на своих местах. Потом я вышла на площадку в подъезде, засмотрелась на соседскую дверь с номером 5. С подоконника прыгнул кот и так далее. Кстати, будет любопытно, запомнив эти детали, уже физически выйти в подъезд и сверить их с реальностью. Кота вы вряд ли увидите, но наклеенную на двери цифру 5 сравнить сможете. Явно до этого момента вы не стояли там, изучая эту деталь. Все это обучит загружать теневые воспоминания. Чем больше раз все это будет проделано, тем выше результат и тем четче картинки. И тем больше радиус покрытия, куда можно отправиться теневым двойником. А ведь тут границ нет. Ничто не мешает в дальнейшем вашим двойником совершать полеты и телепортироваться куда угодно, хоть на Луну. Главный момент – не покидать режим реального времени, не улетать в астральные проекции и другие миры. Для этого будет полезно найти в реальности маленькую вещицу, некий талисман, которая будет только ваша. Будь то это брелок на ключи, игральная кость, четки, да что угодно, чем можно время от времени занимать руки и переключать свое внимание туда на протяжении всего дня. Это как в фильме «Начало», но там они путешествовали по снам. У главного героя был волчок, точная реплика тотема. Он предназначался для определения реальности. Если волчок вращался без остановки, это означало, что он во сне. В нашем случае паттерн немного другой. Если в моменте путешествия по реальному времени происходит нечто больше походящее на шизофрению, визуализируйте, что крутите выбранный вами предмет у себя в руках, переключая все внимание туда. Тем самым это должно вернуть двойника в режим реального времени. Но если вас это путает и усложняет процесс, отбросьте это. Просто проверяйте реальность по ходу дела. Если вы вдруг увидели динозавра посреди торгового центра, знайте, тело храпит, а вы уже давно во сне или в осознанном сне, что не является ВТО. Будет полезным повторить некоторые паттерны выхода из тела физически, с полным осознанием и запоминанием алгоритма движения, выкатывания, вставания, плавания, лазанье по канату, покататься на лифте, спуститься по лестнице. Все это мы делаем автоматически, не придавая значения. Но теперь включайте осознанность, как происходит движение. Отслеживайте это, подобно художнику-аниматору, что рисует механику тела. Делайте выход из тела как можно чаще. Это своего рода дрессировка, что позволит в дальнейшем не тратить много времени на ожидание вылета из тела. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Войди. Чуть позже я выложу 2 видео с голосовым путеводителем, где буду говорить вам, как навигатор, что делать для расслабления и полета. Это будет являться своего рода шпаргалкой на первых порах. А вам я желаю терпения и удачи, чтобы внетелесные путешествия были продолжительными и красочными.